Здорово, криптоны! Сегодня я в Варшаве. Здесь будет проходить криптоконференция от А01К, называется Connect. Я вам покажу, как проходят криптоконференции, что там делают люди. Короче, будет очень интересно. Поэтому заваривайте чай, берите печеньки и погнали! Я решил так вот немножко закадрово озвучить, потому что вышло контента немного. В основном я ходил, общался, снял парочку интервьюшек, взял у Тёмы Ультра, у Капитаника, также у двух участников и у GT Протокол. Так что смотрите обязательно дальше будут интервьюшки. И также я озвучу, поделюсь своим мнением, что я от этой конференции получил и стоит ли ходить на такие конференции. Поэтому, ребят, обязательно влепите лайк, подписывайтесь и погнали смотреть интервьюшки. Привет, представься. Привет. Кто тебя не знает, чем ты занимаешься? Тёма Ультра. Занимаемся криптовалютой. Я работаю в криптовалюте. Вот кем ты являешься в команде А01К? Одним из фаундеров и человек, который отвечает, наверное, больше за маркетинговое направление и продвижение вот команды в плане каких-то бизнес-идей, бизнес-развития и так далее. А вот как ты попал в команду А01К? Покупал обучение в 2019 году. Я был учеником еще старого комьюнити, старой команды А01К трейдинг, точнее просто 01К трейдинг. И был учеником и постепенно, степ-бай-степ, у меня были свои цели определенные, которые я успешно достиг. Начинал с того, что у меня возникла идея создать телеграм-канал, которого не было на то время. И вот был первый коннект работы, это мы создали с Серегой совместный телеграм-канал и занимался его развитием всю дорогу и наполнением. А что самое сложное в развитии комьюнити? Самое сложное в развитии комьюнити, это, наверное, все-таки держать вот эту атмосферу, знаешь, такого позитивного вайба, потому что какая-то одна мелочь, это, знаешь, это, по сути, комьюнити, это как маленькая страна. Условно, когда в стране начинаются протесты, есть какая-то большая вспышка, дальше начинаются большие протесты. И вот это же самое связано с комьюнити, то есть тебе всегда нужно держать вот этот тонус комьюнити, чтобы все были на добром вайбе, чтобы все друг друга как бы уважали, был позитив и контролировать какие-то вот эти моменты, потому что где-то, если происходит небольшой сдвиг в сторону негатива, это все может закончиться тем, что будет просто максимальный фат и уже будет тяжело вернуть. Это тоже, говорю, это управление, я всегда сравниваю пацанам с командой, говорю, ребят, мы управляем страной, мы как президенты, просто это микроуровень, а страна это макроуровень. Вот и все. А вот насчет мотивации команды, как вы поддерживаете командный боевой дух, чтобы команда всегда была в строю и готова была достигать новой цели? Стараемся, во-первых, ругаем, если что-то не так. Стараемся ругать, но так. Ругать не так, что, знаешь, чтобы я весь крутой, я вот все-таки классный, а вот что, пацаны, давайте уважать друг друга, давайте делать, если мы делаем уже общее дело, давайте как бы делать все, чтобы было красиво. А так, бывает, проводим какие-то тимбилдинги, то есть мы можем пойти в баньку, да, если там собирали здесь, или там еще какие-то моменты, да, сделать приятные пацанам, потому что нашу публичную жизнь знают многие, а нашу личную жизнь не знают немногие. Но когда пацаны с команды узнают про нашу, как мы умеем отдыхать и как мы умеем делать вне экранов, пацаны очень приятно удивляются и знают, и им кайфово, с кем мы общаемся, с кем они общаются, не знаю. Вот как-то такие личные какие-то моменты, это то, что у нас, наверное, мотивация только, если подытожить, первое, это мотивация в виде каких-то просьб, таких руганий, можно сказать. Вторая мотивация, это такого общения, что у нас нету как бы сотрудник и там босс. У нас мы кенты, мы друзья, можем вместе побухать и выпить, можем где-то сходить, потусить. То есть вот такое близкое отношение очень. Вот у тебя вот очень интересный путь, ты выбрался, считай, с низов, и можешь дать какие-то там 3 совета тем, кто вот хочет начать в крипте, что им нужно делать, там, не знаю, какие-то вот 3 такие основные совета, чтобы выбраться. В крипте именно? Да, в крипте. Или там какие-то жизненные советы, чтобы... жизненные советы, тут только один совет, тут 3 не назовешь, тут просто верить в то, что ты делаешь, и в то, что ты о чем-то мечтаешь, это верить в это, потому что большинство проблема ребят, которые начинают что-то делать, и они вообще о чем-то мечтают, они просто не верят в свою мечту, и это самая большая проблема, которая существует, у всех, вот, например, кто-то пришел, я говорю, я хочу, мечтаю, да он сам не верит в то, что он делает, он не верит в то, что он мечтает, и от этого все проблемы. Когда ты начинаешь верить, это самое сильное чувство, это вера, поэтому от этого все делать. Что касается крипты, наверное, здесь никогда не спешить,
не смотри по сторонам, то ты должен понимать, что у тебя есть свой путь. Если я смотрел бы по сторонам, что там условно кто-то там в 20 лет там лям, а у меня там 24, там, не знаю, 100 тысяч, то я бы давно уже погорел бы и все потерял бы. Но я никогда не смотрю по сторонам, потому что есть только свой личный путь, и нужно никогда ловить этот фому, тилит, это очень плохие чувства. Поэтому степ-бай-степ все не спешить, не смотреть по сторонам и, наверное, больше рисковать. А вот какой твой главный инсайт на 2025 год? Ой, блин, 2025 год еще не закончится, прям такого инсайда нет, наверное, ну, в крипте или в жизни. В жизни. То, что нужно больше делегировать и больше жить. Ну, это лично мое, то, что я хочу больше жить и больше делегировать. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, тебе спасибо. Привет, как тебя зовут? Всем привет. Записан Капитаник, зовут меня Влад. Да. Чем ты вообще занимаешься в команде 01К? Я кофаундер компании, веду направление Альфа, я за ним закреплен. Да и, в принципе, во всех других проектах, продуктах наших, направлениях принимаю непосредственное участие. Просто у нас у каждого, так скажем, есть какие-то определенные зоны ответственности. Моя это как раз Альфа. А вот что самое сложное в управлении Альфой? Самое сложное это коммуникация с людьми, потому что любое комьюнити, которое связано с криптой, оно напрямую зависит от рынка. И, к сожалению, какие не были бы идеи, сколько бы ты часов не сидел за компьютером, если рынок не располагает, к сожалению, достаточно сложно найти какие-то идеи. Но людям, некоторым сложно объяснить, которые вот не сильно опытные в крипте, им сложно объяснить то, что от нас это не зависит. Наверное, это самое сложное. А вот можешь дать какие-то там 3 совета человеку, который тоже хочет довести свое комьюнити и как-то им там управлять? Самый главный совет, я всем советую качать медийку. Качать медийку, причем браться за все. И за Инстаграм, и за ТикТок, и за Ютуб, и за Твиттер. Давайте Твиттер сделаем вторым советом. Качать Твиттер. Потому что медийка и Твиттер это не совсем одинаково. Твиттер, он может не дать такого как бы личного бренда в плане узнаваемости лица, но может дать личный бренд в Твиттере, который... Тут очень много людей на ивенте, которые пришли благодаря тому, что я вел Твиттер, я с ними познакомился. Оказалось так, что они тоже живут в Варшаве, и мы так познакомились. Ну и третье, это, наверное, терпение, потому что крипта это про дистанцию, надо работать, и только через время ты получишь свой профит. И последний вопрос. Есть какой-то вот вижен насчет крипты там на год, 2 года вперед? Какие там нарративы будут, что-нибудь такое? И сейчас, на данный момент, я вижу, что все достаточно позитивно и идет все в сторону регуляции, в сторону принятия. Мы уже как бы видим то, что крипта принимается на очень высоком уровне. Я думаю, что это все усилится, и мы увидим позитивную динамику. Но, к сожалению, принятие крипты и внедрение ее там на самом высоком уровне никак не гарантирует нам того, что наши токены, наша альта будет расти, к сожалению. Но я думаю, что все будет позитивно, если никаких катаклизмов не будет. И самое главное, мне кажется, то, что все-таки AI-сектор, он на себя очень много внимания забирает, поэтому вот я надеюсь, что он не заберет все внимание на себя и про крипту не забудут. Еще один вопрос. Что ты ждешь от конференции? Вот для чего вы ее создали? Смотрите, у нас конференция называется A01K Connect. Для того, чтобы люди соединялись, обменивались знаниями, нетворкали, находили себе друзей, компаньонов, инвесторов, возможно, какое-то вдохновение. Потому что здесь есть ребята, которые создают проекты, вот я их смотрят на нас, там есть фаундеры проектов, которые пришли сюда найти какой-то саппорт в маркетинг, например, направлении, либо инвесторов, либо заспичиться. Наши спонсоры, которые будут выступать сегодня, по сути, это маркетинговая компания тоже. Поэтому выступит, например, кто-то из спонсоров, подходите, знакомьтесь, обменивайтесь контактами, говорите, что вы можете. Кто-то может вести комьюнити, например, менеджерить, кто-то может какие-то там штуки делать, снимать и так дальше. Наш, например, спикер, основной ведущий, он для Binance снимает англоязычные видео. Поэтому я думаю, что это хорошие контакты, как минимум. Короче, главный инсайт 2025 года – нетворкинг сила. Спасибо большое. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, зачем пришел на конференцию A01K? Я фаундер GT Protocol. Сегодня я расскажу про наш блестящий запуск прошлого года. Про то, как мы сделали 48 иксов для инвесторов. Они плакали, рыдали от счастья, поливали друг друга шампанским и кидались черной икрой. Ну, собственно говоря, раскроюсь наш secret sauce. А вот что такое GT Protocol? Для тех, кто вообще первый раз слышит, что это такое.
GT протокол — это AI-интерфейс, который позволяет человеку легко трейдить. Он решает главную проблему купить внизу, продать вверху. В этой проблеме есть куча нюансов. То есть есть куча всяких крутилок, свистюлек, перделок. Никто толком не знает, как это настраивать, только профессионалы. Мы туда посадили искусственный интеллект, который это все умело настраивает, подсказывает человеку, зачем нужно следить. И, собственно говоря, дает отличный трек-рекорд для трейдеров и начинающих. А для кого подходит GT протокол? Там, для профессионалов, для новичков? Кому он больше подойдет? Типичный наш кейс — это профессионал, который крутит все крутилочки. AI помогает ему делать это лучше. И самый новичок, который вообще ничего не понимает, есть у нас режим автопилот, либо следование за профессионалом. Собственно говоря, это закрывает эту базовую потребность. То есть у нас слоган, что работать должны роботы, а люди отдыхать. Спасибо большое, было очень интересно. Также взял 2 интервьюшки участников конференции, спросил, чем они занимаются, как им вообще конфа и что они ожидают от нее, поэтому, думаю, тоже будет вам интересно посмотреть, что думают про эту конференцию другие участники и чем они занимаются. Я уже у всех подряд не стал брать, взял только у 2 человек, и вот посмотрим, что они думают. Погнали. Привет, представься, как тебя зовут? Привет, меня зовут Артур, мне 25 лет. Дальше. Чем занимаешься в криптовалюте? Слушайте, я работаю на отдельной работе, которая заканчивается в этом году, в этом месяце. Второй момент — это арбитраж, поэтому только в арбитраже мы двигаемся. Арбитраж чего? Арбитраж, фьюч, DEX фьюч, ну и просто CEX фьюч. Вот скажи, в 2025 году арбитраж еще жив или нет? Частично. Если мультиаккаунты, тогда да. Если индивидуально, то есть он немножечко погибает. После мая он же немножечко погибает. Если в мае-апрель можно было еще поднимать много денег, сейчас уже немножечко меньше. А вот для чего ты пришел на конференцию? Что ждешь от конфы? Connect, много людей, много новых контактов, единомышленников и, классная обстановка. И за Спасибо. воротник закинуть немножечко тоже имеется. За воротник? Да, за воротничок. Все, спасибо. Спасибо. Привет, представься, как тебя зовут? Привет, Миша. Что ждешь от конференции? Хороший нетворкинг, хорошее настроение, поиск людей, возможностей. Такое. Будем смотреть, пробовать, пытаться. Как давно в крипте и чем занимаешься? В крипте год, торгую на фьючах, спот. Занимаюсь таким, знаешь, торговлей людьми, бананами. Шучу, не бананами. А можешь поделиться какой-то, кейсом своим, как у тебя там получилась самая большая доходность, самая большая сделка? Я могу поделиться самым именно не доходом, а проебом своим. Давай, тоже так интересно. Залетел я, по-моему, это Jelly монетка была такая. Я на ней нормально поднял, и я тогда, это я начинал свой путь, вот эти первые сделки Jelly, всякая хуйня, щитки. Я на ней нормально поднял и решил, что так будет всегда. Понятное дело, 50% депозитов, кросс-маржа, сотое плечо, летим. Пристегнитесь, мы падаем, ликвидация. Какой трейдер без ликвидации? Да, каждый через это проходит. Каждый должен ликвидироваться, а потом начать профит торговать. Все, спасибо. Спасибо тебе. Теперь расскажу свое мнение по поводу конференции. Сразу скажу, что смысл таких конференций — это нетворкинг. В первую очередь нетворкинг, чтобы вы приходили, заводили какие-то новые связи, знакомства. Если вы проект, вы можете найти инфлов, KOL, которые будут продвигать ваш проект в будущем. Если вы, допустим, инвестор, вы можете найти, наоборот, проект на ранней стадии, найти людей, которых вы можете инвестировать и которые в будущем вам принесут доход. То есть сама цель всех этих конференций — это нетворкинг. Сразу скажу, что это была прям конференция на уровне. Я, в общем, посещал около 3 конференций. Одна была англоязычная, вторая была русскоязычная, и вот эта вот третья тоже вот русскоязычная конференция. И я скажу, что вот это было прям на самом уровне, вот прям из всех, что я был, это прям реально топ, шикарно. Была еда, бесплатные напитки, музыка, свет, вот эти спецэффекты, спикеры, то есть, было все прям на уровне. Там был Вася Тимошенко, один из популярных украинских блогеров, потом Серега А01К, те, кто в крипте давно, я думаю, точно его знают, Тёма, Капитаник, причем со всеми можно было подойти и просто пообщаться, то есть там не было какой-то, там, знаете, закрытой каморки, где сидят отдельно они. Да, у них был свой VIP-лаунж, но в принципе они ходили по залу, и можно было спокойно так пообщаться вот с фаундерами проектов,
с основателями конференции, то есть вообще без проблем. И мне вот это нравится, вот эта вот открытость, и благодаря таким вот конференциям вы можете пообщаться с теми людьми, которые вам интересны, набраться опыта. Если вы обычный человек, вы тоже можете прийти, завести друзей, потому что наше крипто-комьюнити, оно такое маленькое, и в принципе найти людей по интересам очень сложно, а тут собирается около 200 человек, там даже больше, 250 человек, ну что-то около того было, и можно было там подойти, там пообщаться, познакомиться с кем-то, завести контакты, начать дружить и вместе какие-то темки развивать. Я знаю людей, которые после конфы уже стали там друзьями, начинают общаться, там проводят вместе время, и это очень круто. И плюс я тоже познакомился с ребятами, некоторые живут в разных точках Польши, я, допустим, если буду где-то в Польше, то я могу там написать им, они выйдут, и мы пойдем вместе гулять. Там даже с Франции, с Ниццевки тоже привет передаю. То есть вот, познакомился с разными ребятами, было очень интересно. Также были розыгрыши, конкурсы. Я себе выиграл Дэдпула. Это вот на экране там появится, короче, фигурка Дэдпула, Funko Pop выиграл. Также можно было другие разные призы выиграть, доступ в альфу и прочие штуки. Но в целом, я скажу, что мероприятие мне прям очень понравилось, сделано на уровне. Если будут еще такие мероприятия А0НК, то обязательно их посещайте. Особенно те, кто живут в Европе. Ребята, двигайтесь, посещайте, это очень круто. И надо знакомиться, надо не бояться. Вот страх, я знаю, что у некоторых есть страх подойти знакомиться. Самое страшное, что вы можете получить, это отказ. Но поверьте мне, вам никто не откажет. Все рады пообщаться, познакомиться, узнать, чем вы занимаетесь, поделиться своим опытом. И для этого и созданы такие мероприятия. Поэтому не бойтесь, подходите, знакомьтесь. Я думаю, вы тоже для себя что-то интересное подчеркнете. Поэтому такой вот опыт. Буду снимать другие какие-нибудь конференции. В этом году летим в Дубай на Blockchain Live. Тоже снимем. Это вообще прям очень масштабная конференция. Там около 15 тысяч человек. Здоровые двухэтажные стенды, большой, огромный холл с этим всем. Ну, короче, там будет очень масштабно. Поэтому влог с Дубая будет тоже после конференции Blockchain Live 28-29 октября она будет проходить. Поэтому обязательно влепите лайк, подписывайтесь, вам интересен такой опыт. Такие вот форматы видео, немножко лайв, немножко там интервьюшек. Думаю, классно получилось, поэтому пишите, что думаете. А мы с вами увидимся в следующих видосиках. Всем пока! Давай, давай подарим. Братан, кто сейчас делает просто сальто назад? Вот так. Он просто выходит и здесь делает сальто. Первый, кто выходит, делает сальто, забирает весь Фил. сальто назад. Я знаю, Андрюха. Прям вот без разговоров. Кто берет и делает сальто. Давай. Просто сальто, только не сломайте. А ну, снимайте это. Давай, любим. Стой, тормози, я буду снимать. Стой. Давай, пошел, роди. Давай, роди, любимый. Засчитываем или нет? Засчитываем. Это фляж. А вы